Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Сегодня я расскажу об августовской подкормке томатов. Большая часть урожая уже собрана, и томаты продолжают массово наливаться и поспевать. Значит, нужно их поддержать подкормкой, которая еще и улучшит вкус плодов. Основной вынос питательных веществ томатами происходит во время налива плодов. И к началу августа, моменту интенсивного плодоношения, действие внесенных удобрений уже заканчивается. В это время особенно важно проводить своевременный полив, подкормки, формировку кустов и защиту их от болезней и вредителей. Многие огородники перестают вносить удобрения в период плодоношения, боясь получить плоды с нитратами, тем самым лишают себя значительной части урожая. Если подкормки делать правильно, никаких нитратов в плодах не будет. В августе возрастает потребность томатов в калии. Их можно подкормить как профессиональными финишными фосфорно-калийными удобрениями, используя формулу 6,14,35, либо взять другое удобрение с высоким содержанием калия. Одно из лучших фосфорно-калийных удобрений – монокалий фосфат, оно же монофосфат калия. Оно легко растворяется в воде и быстро усваивается растениями. Для приготовления раствора для подкормки столовую ложку монокалий фосфата растворяем в литре воды, выливаем раствор в 10-12 литровую лейку и наполняем лейку водой доверху. Можно добавить в лейку столовую ложку 10% нашатырного спирта. Это источник азота в небольшом количестве. Он снизит кислотность раствора, и подкормка лучше усвоится растениями. Подкормку проводим предварительно политых кустов томата из расчета 1 литр подкормки на одно растение. Из простых удобрений можно использовать сульфат калия. Отличное бесхлорное удобрение для подкормки томатов в августе. Для приготовления раствора столовую ложку удобрения разводим в 10-12 литрах воды и вносим по литру под каждый куст. Также для подкормки томатов можно использовать калий-магнезию, который помимо калия содержит еще и магний, который ускоряет процесс созревания томатов. При этом делает плоды намного ароматнее и слаще. Я в этом году выращиваю томаты полностью на органических подкормках, поэтому буду использовать древесную золу. Зола обеспечит томат иммунитетом, улучшит вкус плодов и увеличит их сохранность. Состав золы очень сильно зависит от сжигаемого сырья. Например, березовые и сосновые дрова дают золу, в которой много кальция и фосфора. Древесная зола содержит и другие важные микроэлементы, которые легко усваиваются растениями. Для приготовления подкормки 1 стакан золы развожу в литре кипятка. Раствор настаивается до вечера, потом эту жидкость без осадка выливаю в 12-литровую лейку и провожу подкормку из расчета 1 литр на куст томата. Подкормки надо делать каждые 10-14 дней в зависимости от состояния растений. Применение фосфора с калием способствует переводу сахаров из листьев растений томата в плоды, что положительно сказывается и на качестве плодов, улучшается их вкус и окраска. Также это удобрение снижает количество азота в плодах, что благоприятно отразится на вкусе плодов и нашем с вами здоровье. Фосфор томатам необходим на протяжении всего периода выращивания растений до конца вегетации. Калий жизненно необходим томатов во второй половине вегетации. Калий обеспечивает перетекание сахаров из листьев в плоды. Сахара образуются в листьях днем, а перетекают в плоды ночью. Именно по этой причине поливать томаты нужно вечером, а не утром. Можно полить кусты томатов стимулятором корнеобразования – корневин, гетероауксин или любые другие стимуляторы корнеобразования. Это усилит корневую систему растения, что еще больше увеличит урожай томатов. Очень важно вовремя собирать спелые томаты, чтобы растения их завязывали снова и снова. Это тоже увеличит и улучшит плодоношение. Я надеюсь, информация была полезной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важную информацию. Ставьте лайки, заглядывайте еще. Удачи и всего доброго. До встречи на канале.